Эти фразы нарцисс не переносит. Мы сегодня с вами поговорим о людях, которых называют нарциссами. Сейчас эта тема раскручена в интернете. Дело в том, что бывает так, что человек находится в отношениях со своим партнером, ему что-то в этих отношениях начинает в какой-то момент не нравиться, кажется, что что-то пошло не так, и человек изучает, что есть вот такая вот тема нарциссов, которые определенным образом себя ведут. Когда мы говорим о нарциссах, мы имеем в виду в широком смысле людей с достаточно ярко выраженными нарциссическими чертами, которые зачастую проявляются особенно остро только в личных отношениях, в частности со своим партнером. То есть вот так вот человек, в принципе, у него есть друзья, он на работе как-то нормально к нему относится. В принципе, у него много социальных каких-то вот есть кругов и коммуникаций, где вроде бы как все хорошо, но в личных отношениях он проявляет себя как-то эмоционально незрело и как следствие эмоционально разрушительно для своего партнера. Вот в таком случае мы говорим о человеке, что это человек с ярко выраженными нарциссическими чертами, ну или попросту нарцисс. Так вот, сегодня мы поговорим о 5 фразах, которые нарцисс в отношениях просто не переносит. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, на какие фразы нарцисс так очень ярко триггерится, чтобы вы, во-первых, понимали, что с ним происходит, чтобы вы понимали, каким образом с ним взаимодействовать, если вам приходится уже с ним взаимодействовать. Ну и, в принципе, чтобы больше понимать всю эту ситуацию. Если вам эта тема вообще интересна, ставьте лайк под моим видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы начинаем. Итак, первая вещь, о которой нарцисс триггерится, это когда вы четко заявляете о своих каких-то планах и желаниях, которые не соответствуют с тем, что он там планировал. Почему так происходит? Такие люди с такой вот нарциссическими чертами, с такой эмоциональной незрелостью, они, как правило, в отношения входят с определенным таким слиянием, то есть они не видят четкой границы между я и другой человек, но при этом у них все-таки есть такая штука, что я центральное лицо в этих отношениях. То есть, грубо говоря, такая метафора, что нарцисс, например, если это мужчина-нарцисс, воспринимает себя и женщину, что вот мы находимся на одной лодке, но я здесь капитан, я здесь должен, так сказать, управлять. Соответственно, когда женщина говорит о том, что у нее есть какие-то там планы, то, соответственно, это как бунт на корабле. Понимаете, нарциссу очень сложно понимать, что у другого человека в этих отношениях есть свои какие-то мнения, свои суждения, потому что тогда нужно принять тот факт, что есть я, есть другой человек, значит я не уникальный, а раз я не уникальный, то нарцисс проваливается в свой этот нарциссический провал. Ну, к примеру, мужчина-нарцисс говорит женщине, что давай с тобой там в выходные пойдем в какой-то хозяйственный магазин, выберем там умывальник. Она говорит, в принципе, идея неплохая, но не в эти выходные, потому что я иду там, скажем, с подругами на встречу какой-то, или у меня конференция, или спорт, или что угодно. У меня есть другие планы. Как бы это происходило все в каких-то условно здоровых, гармоничных отношениях. Один человек предлагает какую-то активность, второй говорит, что я не могу, они как-то передоговариваются, и, в общем, тут вообще проблема яйца выеденного не стоит. В случае с нарциссом, он, поскольку у него это бунт на корабле, он реагирует на это каким-то часто неожиданным, неадекватным, вообще непредсказуемым гневом. То есть, не знаю, женщина ему говорит, нет, я же в эту субботу договорилась, у нас встреча. И начинаются какие-то либо обиды пассивно-агрессивные, если это нарциссические черты по такому уязвимому типу, это скрытый нарцисс. Либо если это грандиозный нарцисс, он начинает прямо как-то гневаться, говорить, что ж ты типа за хозяйка такая, что у нас с тобой за семья такая, я вот что не предлагаю, и все. То есть начинаются какие-то претензии уровня такого, который не соответствует, собственно, ситуации. Они неадекватны этой ситуации. То есть нарцисс очень триггерится на ситуацию, когда другой партнер вообще-то обозначается, что у меня есть своя жизнь вообще и свои какие-то интересы. Вторая вещь, которая триггерится нарцисс, это когда его выводят на чистую воду, когда ему говорят о том, что он не прав. Дело в том, что нарциссу в отношениях очень важно от своего партнера получать признание, восхищение, какое-то, не знаю, осознавание вообще заслуг его какого-то невероятного ума. Поэтому нарциссы часто бывают, любят там рассказывать какие-нибудь там такие интересные научные факты. Типа, вы знаете, что, оказывается, пирамиды египетские построили не египтяне, а инопланетяне. Ну и вроде как он ожидает реакцию, ого, ничего себе, как все интересно. Или чтобы с ним вступили в какой-то спор, который, конечно, бессмысленный, потому что он опирается на какие-то свои фантазии, а не на какие-то факты. И в этом споре он только покажет, что вот ты типа не очень ничего не понимаешь. Вот. В результате часто бывает так, что если, например, женщина находится рядом с таким мужчиной, и мужчина время от времени какие-то такие говорит вещи, которые, типа как про эти пирамиды, вроде я с этим вроде бы и не согласна, думает себе женщина, оно мне вообще не интересно, это не тема, которая меня супер-мега волнует. Но когда, например, возникают какие-то вопросы, такие прагматические, хозяйственные, типа вот, не знаю, там, мужчина с нарциссическими чертами говорит, что нам нужно с тобой завтра обязательно пораньше проснуться, чтобы пойти в какой-то там
там учреждение к 8 утра. А женщина говорит, да послушай, оно же с 10 работает, что ты начинаешь тут разгонять? Нет, оно работает с 8 утра. Она берет, там, достает, не знаю, Google, расписание, говорит, вот, смотри, с 10 часов. Все, в этот момент он со своей с вершиной грандиозности проваливается в пучину ничтожности, поскольку ему показали, что он не окейный. А у нарцисса же какая штука? Каждый раз, когда он задвигает какой-то вот такой вот факт интересный и как бы получает какое-то, ну, внимание, интерес или какое-то, ну, по сути, признание, он вот этот момент как бы генерализирует на всю свою личность. То есть я интересен сейчас, значит я интересен всегда. Соответственно, когда ты ему говоришь, что ты не прав, ну по какой-то причине показываешь на его неправоту. Что вообще-то для человека с гармоничной личностью это как бы нормальная ситуация. Мне мой близкий человек указал на мою какую-то ошибку, что я сейчас исправлюсь и дальше будет, ну, только лучше. Так вот, для нарцисса, если указывают на его какую-то неправоту, он проваливается туда в ничтожность, и для него вот то, что я не прав сейчас, означает, что я не прав всегда. То есть, соответственно, ему в этот момент очень больно, и он реагирует, соответственно, как обычно реагируют люди, когда ему очень больно. Третья вещь, на которую нарцисс может остро отреагировать, это если вы обесцениваете что-то, что в принципе изначально не имеет ценности. То есть для нарцисса важно получать ваше внимание, какое-то признание, желательно, чтобы это было еще связано с интересом неподдельным и восхищением. И вот он там рассказывает вам какую-то историю. Предположим, он там ходил на рыбалку, у него там запуталась леска, он там ее развязывал, какая-то история, которая, может быть, была бы интересна какому-то другому рыбаку, и вот вам вот это рассказывает, а вам это, ну, не интересно. Или, скажем, вам, может быть, было бы интересно, что там бы с близким человеком такое произошло, но у вас недавно был конфликт, а он после этого конфликта еще не извинился. И вам как-то не хочется отдавать свой ресурс, свое общее внимание человеку, ну, вот в этой ситуации. То есть по объективным или по субъективным причинам эта история вам сейчас не интересна. Если вы не показываете такого вот какого-то рвения к тому, чтобы прям выслушать и впитать жадно все, что он рассказывает, и показываете, что вам это неинтересно, он может отреагировать на это как-то вот остро. Дело в том, что у нарцисса есть такая вот черта, что он генерализует любые коммуникации. То есть, грубо говоря, если вы показываете, что вам неинтересна его история, он это воспринимает как то, что он человек неинтересный, вообще всегда был и всегда будет. То есть он так вот растягивает. Естественно, он тут проваливается в свой вот травму отвержения нарциссическую ничтожность. Ему кажется, что мой человек, который, собственно, должен давать мне нарциссический ресурс, в этом месте меня отвергает и как бы считает меня каким-то не ок. Соответственно, он будет реагировать, опять же, болезненно. Тут может быть или гнев, или пассивная агрессия. Четвертая вещь, на которую нарцисс может затриггериться, это если вы отрицаете его катастрофические предсказания. Нарциссы очень любят привязывать своего партнера какими-то такими катастрофическими прогнозами. Мы с вами помним, что нарцисс находится в отношениях в очень таких своеобразных. Они, с одной стороны, так вот инфантильно, там вот тут есть много слияния, то есть вроде как мы с тобой одно целое. При этом он в этом одном целом как бы главный. Вот эта вот метафора, что мы с тобой в одной лодке, но я здесь капитан. Соответственно, если вот вы находитесь там в фазе уже обесценивания и конфликты у вас время от времени случаются, часто бывает так, что нарцисс видит, что, скажем, его женщина в отношениях, то есть это мужчина-нарцисс, она вроде уже начинает подумывать о том, чтобы выйти из этих отношений или чтобы там как-то их переформатировать или, ну, в любом случае выйти из-под его такого вот какого-то вот влияния. И в этот момент он может ее как-то пугать фразами типа, ну ты без меня ж не справишься, ты без меня не сможешь сама жить, ты не найдешь себе никогда никакого другого мужчину такого моего уровня, не сможешь найти себе достойную партию и так далее. То есть вот эти все разгоняния вот этих вот таких тревожных вещей, они нужны для того, чтобы увеличить уровень тревоги у партнера, чтобы, ну, чтобы в данном случае женщина оставалась в отношениях. Если женщина достаточно устойчива, потому что там, не знаю, у нее есть достаточно какое-то окружение, на которое она опирается, там психотерапия, предположим, где она эти вещи все проговаривает. В принципе, у нее такой стержень внутренний, что у нее есть на что внутри опереться. И она ему говорит, знаешь, я вообще-то как-то, ну, до тебя сама жила там какое-то время и нормально было. Я думаю, что в принципе теоретически и после тебя как бы ничего не поменяется. Я тоже думаю, что выживу. Вот такие вещи он, естественно, воспринимает очень остро, потому что для него это, опять же, помним, бунт на корабле. То есть, грубо говоря, я ее пугаю, а она не пугается, и это уже в свою очередь меня пугает, потому что я теряю контроль над ней, а раз я теряю контроль над ней, я начинаю вот эту вот свою идею своей нарциссической грандиозности, она начинает как-то так рассыпаться. Пятая вещь, на которую нарцисс остро реагирует, это если вы говорите четко нет. Ну, как понятно из всего вышесказанного, что для него это как бунт на корабле. Почему? Потому что если вы какую-то хотя бы автономию свою обозначаете, не говоря о том, что это независимость, это означает, что он перестает вас контролировать. А если нарцисс не контролирует другого человека, это означает, что я проиграл. У нарцисса всегда вот вся жизнь это какая-то конкуренция. Он постоянно, вот, кого бы он ни замечал вокруг себя, он себя с ним сравнивает, и он должен быть либо лучше, на самом деле, либо он должен себе как-то придумать, что он лучше в своей голове, либо тогда он получается хуже. А если нарцисс хуже, то получается, что он сваливается в этот нарциссический свой провал, ему там очень больно. То есть если, скажем, мужчина с нарциссическими чертами говорит своей женщине, что давай мы с тобой там что-нибудь такое сделаем, там куда-нибудь пойдем, а она говорит нет, не хочу,
Он в этот момент чувствует, что ну, я бессилен, я не могу ее контролировать, значит, соответственно, я вообще никто, я ничего не могу в этой жизни. Вот, нарциссы склонны к такой эмоциональной генерализации. Соответственно, ему в этот момент будет очень плохо, он, если это уязвимый нарцисс, будет какой-то там подавленный, угрюмый, не знаю, обиженный на весь мир. Если это грандиозный нарцисс, он может опять начать вот это, изливать свой нарциссический гнев. Вообще тема разрушительных отношений, отношений с людьми с нарциссическими чертами, таких абьюзивными какими-то вот паттернами поведения, очень острая тема, и поскольку я с этим достаточно много работаю, я вот сейчас запустил курс, подготовил такой курс, называется «Про отношения». Там мы разбираем с вами, собственно, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, какого плана, какого типа это разрушительные отношения. Потом, если вы понимаете, что в этих отношениях вы не можете работать над ними, собираетесь из них выходить, мы разбираем, как удачно, правильно, максимально экологично для себя, для партнера, для кого-то вашего окружения, предположим, если у вас есть дети, там какие-то, не знаю, родственники, как максимально экологично выйти из этих отношений и, соответственно, как потом восстановиться после выхода из этих отношений. Ссылка на этот курс будет под этим видео, можете зайти, посмотреть там на лендинге, собственно, там есть описание этого курса. Также бывает так, что ты находишься в отношениях с человеком, с которым тебе хочется постараться как-то сохранить отношения, ты не можешь сейчас от него уйти, у тебя есть к нему определенная привязанность, какие-то чувства, но он ведет себя так, что вот вроде бы там есть такие проявления вот этого нарциссического поведения. Если вы столкнулись с такой проблемой, не знаете, как ее самостоятельно решить, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым моим видео есть ссылки на мои соцсети, вы там мне пишите, мы с вами договариваемся о консультации. Надо понимать, что проблемы, конечно, бывают попроще, посложнее, но по сути неразрешимых проблем не существует, существуют только проблемы, которые не разрешают. Если к достаточным усердием подойти к решению любой проблемы, ее можно в результате решить. Это как раз то, чем я занимаюсь. Если вам это видео понравилось, тема важная, кажется интересная, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.